Скрытный, ловкий и чрезвычайно находчивый хищник, способный застать врасплох самую бдительную мишень. Зайцы, птицы и грызуны боятся его как огня, но бывают моменты, когда начеку стоит быть даже крупным животным, и никакая тяжелая сила не поможет, если за дело берется настоящий профессионал. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и тема сегодняшнего выпуска – рысь против оленей. Все виды рыси, вне зависимости от континента обитания, специализируются на выслеживании маленьких, юрких и очень быстрых созданий. И это далеко не простая охота. Невзирая на ловкость, скорость и развитые рефлексы, потенциальная добыча нередко оставляет преследователя позади. И порой даже у опытного хищника не получается застать жертву врасплох. Большая часть атак проходит впустую. Помимо потраченного времени расходуются драгоценные силы, а порой и мокнет шуба. Так почему бы не переключиться на более серьезную добычу? На большей части ареала обитания соседями диких кошек являются олени, и трудно представить, что при средней массе в 10 кг рысь способна бросить этим животным вызов. Олени из тех копытных, кто способен постоять за себя, и их главным естественным врагом являются волки. Однако в одиночку у серого хищника мало шансов справиться со взрослым соперником, поскольку длинноногая жертва заранее видит врага и успевает подготовиться. Даже у целой стаи далеко не всегда получается усмирить превосходящее в размерах животное, ведь на стороне добычи невероятно длинные и сильные ноги, которые с легкостью уносят прочь в том числе от выносливых и предприимчивых хищников. В экстренной ситуации олень полагается на рога и копыта, и последние становятся особенно опасными при погоне. Ведь точный удар в голову может с высокой вероятностью отправить противника на тот свет. И даже при успешной погоне, работая командой, волки рискуют получить опасную травму, ведь противник все еще не лишен сил, и в борьбе за жизнь используются любые методы. Что касается рыси, она заметно уступает волкам в весе, размерах и силе. К тому же у нее нет сообщников, но тем не менее олени также входят в меню. Так как же кошке удается справиться с таким серьезным соперником? Одним из главных преимуществ рыси является внезапность. Одиночный образ жизни и пятнистый окрас позволяют с легкостью скрываться на фоне окружающей местности в любое время года. Мягкие подушечки на лапах амортизируют шаги. Вместе с врожденной осторожностью это гарантирует абсолютно бесшумное перемещение. Кроме того, рыси превосходно осведомлены о всех особенностях охотничьего участка, поэтому они грамотно используют естественное укрытие, чтобы не выдавать свое присутствие. Наконец, как и другие кошки, рысь обладает впечатляющим запасом терпения, что помогает планировать каждый шаг и выжидать подходящий момент. Все это в сумме позволяет приблизиться к потенциальной добыче на минимальное расстояние, и до последнего момента жертва даже не догадывается о присутствии постороннего, когда в дело уже вступает точный расчет и мощные задние ноги. Порой расстояние настолько ничтожно, что единственного прыжка хватает, чтобы вцепиться в выбранную жертву. Однако внезапности явно недостаточно, ведь добыча сделает все, чтобы избавиться от смертельной опасности. Теперь в дело идут острые втяжные когти, которыми кошка впивается в шею, а ее длинные клыки в это время направлены на поиск уязвимого места. Справиться со взрослым, полным сил соперником невероятно сложно, и даже, казалось бы, мертвая хватка рушится под натиском несговорчивой мишени. Однако в целеустремленности отважной кошке нет равных. Она не отступает от задуманного и продолжает атаку, что в конечном счете может обернуться победой хищника в неравном поединке. Когда цель истощена и повалена на землю, кошка не прекращает натиск до тех пор, пока добыча не перестанет подавать признаки жизни. Наконец, после успешной охоты главной задачей кошки становится как можно быстрее утащить добычу в безопасное место, что является серьезной проблемой, ведь масса взрослого копытного может в разы превышать вес охотника. Тем не менее, рысь сознанием дела справляется с заключительной частью миссии.
ведь туша во что бы то ни стало должна быть спрятана, иначе совсем скоро конкуренты могут найти и попытаться отнять с таким трудом пойманную добычу. Хотя в силу размеров и свирепости, многим из них кошка может дать отпор. Также охотник не упускает из вида оленят, однако чаще мать мгновенно пресекает подобную дерзость. Немаловажным ритуалом становится тщательная очистка шерсти от посторонних запахов. Поддерживая себя в чистоте, рысь заметно уменьшает шансы быть замеченной, ведь олени в большей степени полагаются на развитое обоняние, подсказывающее о присутствии врага, даже если он надежно замаскирован. Что же побуждает рысь атаковать столь серьезную мишень? Схватка с оленем может обернуться тяжелой травмой, ведь усмирить крупное копытное мгновенно – непосильная задача, а у раненого хищника почти нет шансов угнаться за добычей, поэтому его может ждать лишь голодная смерть. Казалось бы, куда выгоднее охотиться на привычных кроликов или мелких грызунов, которые не несут никакой опасности для ловкого зверя. Отчаянной атаке может предшествовать несколько причин, например, доступность пищи. Бывают годы, когда число мелкой добычи уменьшается, поэтому выследить и поймать ее становится тяжелым испытанием. В этой ситуации рысь может отдать предпочтение крупным мишеням, хоть это и таит немалые риски. К тому же успешная охота на оленя позволяет с лихвой покрыть потребность в пище, особенно если кошке нужно кормить потомство, ведь даже зайца в этом случае может быть недостаточно. К опасному промыслу часто подстегивает конкуренция. Лисы, шакалы, а иногда и волки не упустят шанса поохотиться на зайцев и грызунов. И при обилии голодных соседей рысь вынуждена адаптироваться к схваткам с превосходящей в размерах добычей. Наконец, изменения в экосистеме, такие как строительство дорог или вырубка лесов, подталкивают одиночку изменить привычные методы охоты, ведь без умения приспосабливаться у хищника вряд ли получится выжить. Получается, схватка с оленем чаще вынужденная мера, которая хоть и таит немало опасностей, но позволяет пережить тяжелые времена. И в целом, скрытность, внезапность и настойчивость вместе с невероятно эффективным оружием позволяют умелой охотнице успешно осуществлять задуманное. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!